Привет, Арми. Полночь в Корее только началась. Фанаты повсюду праздновали день рождения Шуги, отправляя бесконечные сообщения и фотографии в интернет. Все думали, что это будет очередное теплое празднование внутри BTS, как те дни рождения, которые фанаты видели годами. Но произошло нечто неожиданное, прежде чем большинство людей это заметили. Пока фанаты еще публиковали поздравления, Чингук незаметно отправился куда-то в другое место, принеся небольшой сюрприз и появившись в квартире Шуги для частного полуночного празднования. Никаких громких объявлений, никаких камер, просто спокойный момент, который выглядел удивительно личным. Сначала все казалось простым, пока фанаты не заметили одну маленькую деталь, которая быстро изменила ход разговора. Ким Тэхёна, похоже, не было рядом, когда фотографии и намеки с этого полуночного момента начали медленно распространяться в сети. Реакция Тэхёна была неожиданной. Не было громких комментариев, никаких драматических сообщений, просто тишина, которая еще больше заинтриговала фанатов. Знал ли он уже о визите Чингука? Или он узнал об этом так же, как и все остальные? Потому что иногда самые тихие реакции могут скрывать самые важные истории. И этот неожиданный момент празднования дня рождения Шуги, возможно, скрывал за собой нечто большее, чем фанаты предполагали изначально. По мере того, как ночь медленно приближалась к концу, тихий момент празднования дня рождения Шуги в квартире уже закончился. Свечи были задуты, маленький торт разрезан, и в комнате снова воцарилась та же спокойная атмосфера, что и до полуночи. Для Чингука этот визит казался простым: короткая остановка, поздравление с днем рождения и мирная беседа двух участников, которые провели годы, развиваясь вместе в составе BTS. В этом не было ничего шумного. Ничего, что должно было стать важным событием в интернете. Это было тихо, почти лично, такой жест, который легко мог бы затеряться в ночи. Но за пределами этой квартиры мир начал замечать. Фанаты уже начали связывать мелкие детали: фотография здесь, намек там, мягкое свечение свечи на заднем плане фотографии, которое начало распространяться в социальных сетях. Момент, который казался таким простым внутри комнаты, внезапно стал чем-то гораздо большим за ее пределами. Вопросы стали появляться повсюду. Когда приехал Чингук? Был ли этот визит запланирован заранее? И самое главное, знали ли об этом все остальные? Среди этих вопросов постоянно всплывало одно имя – Ким Тэхён. Годами фанаты наблюдали, как участники группы отмечали дни рождения вместе, хаотично и радостно. Ночные сюрпризы, внезапные прямые трансляции, смех, наполняющий комнату, пока все пытались в последнюю секунду приготовить торты. Именно таких моментов ждали все, когда в BTS наступал день рождения. Но на этот раз все было иначе. Празднование прошло тихо, почти тайно, и Тэхёна там не было видно. Где-то в другом месте города Тэхён все еще не спал, пока ночь продолжалась. Свет от его телефона слабо отражался в темной комнате, а уведомления появлялись одно за другим. Фанаты отмечали его в постах, делились поздравительными сообщениями для Шуги и постепенно распространяли фотографии с полуночного празднования. На мгновение он просто смотрел на экран. Торт, небольшие украшения, Чингук, стоящий рядом с Шугой в первые минуты его дня рождения. Все выглядело теплым и искренним, праздник в кругу друзей. Однако осознание того, что это уже произошло, вызвало тихую паузу, которая затянулась дольше, чем ожидалось. Не грусть. Не гнев. Даже не разочарование. Просто задумчивая тишина, которая царила в комнате, пока за окном продолжалась ночь. Потому что иногда эмоции не проявляются громко. Иногда они проявляются как тишина. Тем временем фанаты продолжали следить за каждым движением в сети, надеясь увидеть какую-нибудь реакцию, сообщение, комментарий, даже просто короткое поздравление с днем рождения, которое могло бы показать, что Тэхён чувствовал по поводу всего происходящего в ту ночь. Но ничего не появилось. Тишина лишь усилила тяжесть момента. В квартире Шуги спокойная атмосфера уже вернулась. Свечи на торте погасли, украшения медленно убрали, и в комнате царила такая же тишина, как и прежде. Для Шуги тихое празднование казалось именно тем, как он предпочитал начинать дни рождения.
Никакой суматохи, никакой толпы, просто искренний момент, разделенный с тем, кто достаточно заботлив, чтобы появиться в полночь. Чингук, наконец, приготовился уйти. Визит изначально не был рассчитан на долгое время. Иногда самые значимые жесты, самые простые. Торт, пронесенный по тихим улицам города. Тихое поздравление с днем рождения после полуночи. Короткий разговор, не требующий присутствия посторонних. И все же ни один из них не мог предсказать, сколько любопытства вызовет этот маленький момент за пределами квартиры. К тому времени, как Чингук вышел обратно на ночной воздух, фанаты уже начали строить теории о том, что произошло. Некоторые полагали, что остальные участники, возможно, отпразднуют вместе позже. Другие задавались вопросом, не было ли это полуночное посещение спонтанным решением, которое даже группа не планировала до конца. Но один вопрос оставался громче остальных. Знал ли Тэхён об этом до того, как это произошло, или он узнал об этом только после того, как все уже закончилось? Часы шли, ночь медленно переходила в утро, но онлайн-разговоры не утихали. Новые посты продолжали появляться, фанаты делились своими мыслями о тихом моменте дня рождения, который каким-то образом стал загадочным. Тем временем Тэхён молчал. В конце концов, экран телефона потускнел в его руке, когда он отложил его, и комната снова погрузилась в тишину и темноту. За окном продолжали светиться огни Сеула, а день рождения Шуги продолжался в разных уголках мира. Но даже когда ночь продолжалась, одно чувство оставалось в воздухе – тихое любопытство, которое отказывалось исчезнуть. Потому что дни рождения внутри BTS всегда были непредсказуемыми. Иногда настоящий сюрприз происходил не в полночь. Иногда он появлялся спустя несколько часов, когда никто уже и не ожидал. И где-то в этой долгой ночи фанаты не могли перестать гадать об одной возможности. А что, если Тэхён все еще что-то замышлял? Ночь медленно уступала место первым лучам утреннего солнца, но тихая история, начавшаяся в полночь, не исчезала. День рождения Шуги официально начался, и фанаты по всему миру продолжали праздновать по-своему. Сообщения продолжали появляться, фотографии распространялись, и каждая мелочь прошлой ночи все еще обсуждалась. В мире BTS дни рождения всегда были особенными. За эти годы фанаты видели бесчисленные сюрпризы между участниками, торты, появляющиеся из ниоткуда, внезапные визиты во время прямых трансляций, игривые моменты, когда все собирались вместе, чтобы поздравить одного человека. Эти воспоминания создали знакомый фанатам шаблон. Но на этот раз все было тише, загадочнее. Небольшой полуночный визит Чингука уже стал одним из самых обсуждаемых моментов ночи. Фотография, где он стоит рядом с Шугой с именинным тортом, выглядела теплой и искренней. Однако простота этого момента еще больше подогревала любопытство к тому, что происходило за кулисами. Потому что, пока этот момент разворачивался в квартире, другая часть истории оставалась неизвестной. Ким Тэхён хранил молчание. Само по себе молчание не было чем-то необычным для Тэхёна, который часто выражал эмоции тихо, а не драматично. Но фанаты привыкли видеть его в важные моменты в группе, особенно на днях рождения. Небольшого сообщения, фотографии или даже шутливого комментария обычно было достаточно, чтобы показать, что он тоже там празднует. Однако этим утром ничего не было. Это отсутствие стало своего рода загадкой. Некоторые фанаты полагали, что он просто ждет до конца дня. Другие думали, что у участников разные графики и планы, которые никто за пределами группы не может увидеть. В конце концов, жизнь артистов, таких как участники BTS, часто намного сложнее, чем то, что появляется в сети. Тем не менее, любопытство продолжало расти. Связь между участниками группы всегда вызывала глубокое восхищение у поклонников. Каждое их взаимодействие ощущалось как подлинная близость. Именно поэтому такие моменты привлекали столько внимания. Даже тихий визит в день рождения мог превратиться в историю, которую люди хотели понять. Тем временем поздравления с днем рождения Шуги продолжали поступать отовсюду. Друзья, коллеги и поклонники заполняли социальные сети теплыми пожеланиями еще одного года музыки и воспоминаний.
Для человека, известного своим спокойным характером, мирное начало дня рождения в полночь казалось вполне уместным. И все же история той ночи все еще оставалась в памяти людей. Потому что, хотя торт уже был разрезан, а свечи погасли, вопрос о том, что все остальные делали в тот момент, оставался без ответа. Где-то в Сеуле Чингук уже вернулся после визита. Тихий жест был завершен, и ночь продолжилась. Для него это могло показаться простой вещью, личным поздравлением с днем рождения, а не сообщением. Но за пределами этого момента поклонники превратили это в нечто большее. И Тэхён все еще оставался недостающим звеном в этой истории. По мере того, как утро продолжалось, фанаты продолжали обновлять свои ленты, внимательно следя за любыми признаками его появления в сети. Одно сообщение могло мгновенно изменить настроение всей ситуации. Иногда этого было достаточно. Потому что в прошлом Тэхён удивлял всех не раз внезапный пост в неожиданное время, игривое поздравление с днем рождения спустя несколько часов после полуночи или даже фотография, которая показывала, что он все это время был частью празднования. Этой возможности было достаточно, чтобы заставить людей ждать. Возможно, настоящий момент еще не наступил. Возможно, полуночный визит Чингука был лишь первой частью истории. И пока день рождения Шуги продолжал разворачиваться в течение дня, фанаты повсюду наблюдали, гадая, появится ли Тэхён, когда никто этого не ожидал, и покажет ли он, что тихая ночь, о которой все говорили, была только началом. Часы шли, но тихая история полуночи все еще оставалась в памяти фанатов. День рождения Шуги был в самом разгаре, но небольшой момент, произошедший ранее между ним и Чингуком, продолжал эхом отзываться в обсуждениях в социальных сетях. Для многих фанатов удивительным было не само празднование. Шуга всегда предпочитал спокойные, простые дни рождения шумным вечеринкам. Мирное полуночное приветствие от близкого друга казалось ему вполне естественным. Но любопытство возникло вокруг чего-то другого. Тихого отсутствия Ким Тэхёна в тот полуночный момент. За долгую историю BTS участники всегда находили способы поддержать друг друга в особые дни, иногда самым неожиданным образом. Даже при плотном графике они часто оставляли небольшие сообщения, игривые посты или внезапно появлялись, заставляя фанатов улыбаться. Именно поэтому многие считали, что история той ночи еще не закончилась. Потому что иногда самые значимые моменты наступают позже. Где-то в Сеуле город уже полностью проснулся. Улицы снова оживились, тишина полуночи сменилась звуками начинающегося обычного дня. И все же для внимательно наблюдающих фанатов день рождения Шуги все еще казался чем-то важным. Чингук уже завершил свой полуночный визит. Эта часть истории произошла тихо и искренне, без намерения стать сенсацией. Для него это могло быть просто личным жестом, таким, который не требовал ничего внимания. Но интернет уже превратил это в загадку. Скриншоты с полуночного празднования все еще распространялись. Фанаты продолжали обсуждать момент появления Чингука с тортом, мягкий свет свечей отражался в маленькой комнате. Это был такой простой образ, но каким-то образом он привлек всеобщее внимание. И все же Тэхён оставался молчаливым. Не совсем отсутствующим, не оторванным от происходящего, а просто молчаливым, заставляя людей гадать, о чем он мог думать. Потому что Тэхён всегда жил в своем собственном ритме. Иногда он реагировал мгновенно, сразу же делясь чем-то игривым или эмоциональным. В других случаях он ждал, выбирая идеальный момент, прежде чем неожиданно появиться. Эта непредсказуемость была частью того, что заставляло фанатов продолжать наблюдать. Возможно, он что-то готовил. Возможно, полуночное празднование было только началом, и позже в течение дня может появиться еще один сюрприз, когда никто этого уже не ожидает. В конце концов, дни рождения внутри BTS редко проходили по простому сценарию. За эти годы фанаты поняли, что участники часто тихонько планируют все, прежде чем раскрыть это в самый подходящий момент. Сообщение, опубликованное спустя несколько часов, внезапно появившаяся фотография или даже небольшой комментарий, полностью изменивший ход событий. Эта возможность поддерживала любопытство. Потому что где-то за тишиной может скрываться еще один момент, ожидающий своего часа.
И по мере того, как приближался день рождения Шуги, один вопрос все еще не давал покоя фанатам, наблюдавшим за происходящим. Появится ли в итоге Тэхён и раскроет, что тот тихий полуночный момент, о котором все говорили, был лишь маленькой частью гораздо большей истории?